Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня мы будем продолжать мастер-классы по вязанию куколки. И сегодняшний мастер-класс посвящен вязанию паричка. Вязать я его буду вот из такой пряжи. Alize Cotton Gold Hobby. И здесь, значит, смотрите, вот 50 грамм, 165 метров. И вот такой вот у нас цвет 152. Вот. Такая нитка предназначена для вязания игрушек. Вот крючок тот же самый у меня, 1,5 миллиметра. Так что приступаем. Начинаем наш мастер-класс с волшебного кольца амигуруми, в который провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем наше колечко. Вот. Начало уже есть. Теперь второй ряд, это у нас мы уже будем сейчас вязать за заднюю стенку. То есть вот мы будем не вот так вот, как мы всегда делали, да, вот так вот. Нет, мы будем провязывать за заднюю стенку, чтобы передние полупетли у нас остались свободными. И делаем 6 прибавок. То есть в каждый столбик мы вяжем по 2 столбика. Вот. Это мы с вами провязали уже 2 ряда. Поставим наш маркер. Я ставлю ниточку. Ну, а вы там уже ориентируйтесь, как делаете вы. Третий ряд у нас идет обычная прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. В конце ряда у нас будет 18 петель. Здесь мы вяжем за обе стеночки петли. Пошли. Столбик, прибавка. Так, это мы провязали с вами третий ряд. Четвертый ряд, он тоже состоит из прибавок, но вязание теперь идет за заднюю стеночку петельки. Вот как мы вязали в предыдущем ряду. Значит, у нас здесь идут блоки: 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка, и так до конца ряда. Единственное, чем он отличается, это мы снова вяжем за заднюю петельку. Значит, вяжем 2 столбика и делаем прибавку. Вяжем
2 столбика и делаем прибавку. И так до конца ряда. Так, мы провязали 4-й ряд и вяжем теперь 5-й ряд. 5-й ряд вяжется обычно за 2 половинки петельки, 3 столбика без накида, прибавка. То есть у нас идут блоки 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда у нас должно быть 30 столбиков. Значит, начинаем обычным методом. У нас раз, два, три и прибавка. Вот, провязали 5 рядов. И сейчас будем вязать 6-й ряд за задние стенки петли. Будем вязать 4 столбика без накида и прибавка. То есть вот начинаем за заднюю. Вот так вот. Раз, два, три, 4 и прибавка. И так далее. И последняя прибавка. Так, 6-й ряд у нас тоже готов. 7-й ряд вяжем обыкновенно за обе половинки петли и вяжем 5 столбиков, прибавка. Вот обычным методом. Раз, два, три, 4, 5 и прибавка. Мы провязали 7-й ряд. 8-й ряд вяжем за заднюю стенку нашей петельки. И здесь у нас идет 6 столбиков без накида, прибавка. Делаем этот блок 6 раз, и у нас в конце получится 48 петель. То есть вот делаем, как мы за заднюю стенку. Раз, два, три, 4, 5, 6 и прибавка. Мы провязали наш ряд. И сейчас у нас будет 9-й ряд. 9-й ряд вяжется простыми столбиками за обе полупетли. Мы вяжем 7 столбиков без накида. Это прибавка. Смотрите, вот так вот. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7 и обычная прибавочка. Так, вяжем до конца ряда. Мы провязали 9 рядов. Из 10 ряда у нас уже начинается провязывание локонов. Это мы связали основу, на которой будут потом вывязываться лок. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот эти вот у нас из-за того, что мы вязали за заднюю половинку петли, у нас получились вот такие вот открытые петельки, вот, за которые легко будет зацепиться. Вот мы за них будем цепляться и вывязывать локоны. То есть у нас локоны пойдут по краю. И потом путем перехода соединительными петлями мы сюда будем вывязывать дальнейшие локоны. Так вот по спирали они у нас пойдут. И вот закончим уже здесь. Смотрите, как мы будем вывязывать наши локоны. Вяжется цепочка из воздушных петель. В зависимости от того, какой длины вы свяжете петельку, ну, цепочку из воздушных петель, у вас будет длина локона. Локон получается короче, чем сама цепочка. Там уже смотрите. То есть хотите покороче, значит вы берете меньшее количество воздушных петель. Хотите, чтобы у вас локоны были подлиннее у куколки, берете большее количество петель. Я сейчас вот в данном мастер-классе я буду вязать 50 воздушных петель. А вы смотрите, вы же видели куколку в начале, какая у нее прическа. Если вы хотите короче, значит вы берете короче петли. Если вы хотите длиннее, значит вы набираете цепочку из воздушных петель больше количество петель, чем 50. Потом смотрите, локоны вяжутся разнообразно. Там можно вязать столбиками без накида, можно вязать соединительными столбиками. Потом еще вяжут чередованием столбиками с соединительными петлями. И в зависимости от этого получаются разные локоны. А мы в этом мастер-классе будем с вами вязать соединительными столбиками. То есть, смотрите, набираем 50 воздушных петель. Раз, два, три, 6, 8, 9. Пятьдесят. Вот смотрите. То есть мы набрали, вот у нас такая получилась цепочка из 50 воздушных петелек, да? И потом просто обратным ходом мы вывязываем локон. Во вторую от крючка петлю делаем просто соединительную петельку. И вот так вот вяжем до нашего основания. Вот так вот. Вот, видите? Вот так провязываем. У нас будет получаться уже вот такой вот локон. Давайте я провяжу, вы провяжете и встретимся вот тут вот возле основания.
Вот, смотрите, мы провязали. У нас получился вот такой вот локон. Вот он закручивается вот так вот, видите. И то есть у нас получается, если мы набрали 50 воздушных петель, у нас получается, так как мы начинаем со второй, 49 провязали. И теперь здесь мы пропускаем следующий столбик и вот в эту петлю вяжем столбик без накида. Вот так вот. Соединили. И это у нас уже будет начало следующего локона. Вот. Значит, давайте сейчас провяжем еще один локон. Точно так же наберем 50 петель. И провяжем и встретимся. Вот, смотрите, я провязала второй локон. У нас теперь уже вот тут вот 2 локона. И точно так же, как и в прошлый раз. Вот у нас мы отсюда начинали. Следующую пропускаем. И вот в эту через одну вяжем столбик без накида. Вот. Так вот у нас получается крепление столбиков. В этом ряду, если вы хотите челку, делаете челку. Если не хотите челку, то вы полностью вот этот вот круг до вот этой первой провязываете вот такими вот одинаковыми локонами. Для того, чтобы... Значит, челка у нас состоит из 10 воздушных петель. Набираем цепочку. Потом обратным ходом вяжем 9 столбиков без накида. И соединительными петлями переходим на следующий локон. Значит, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас 10 петелек есть. Со второй от крючка начинаем вязать столбики без накида. Девять столбиков без накида мы сделали. И теперь здесь у нас соединительный столбик. Мы закрепились. И в следующий тоже делаем соединительный столбик. То есть у нас получается 2 соединительных столбика подряд. И снова набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это мы... У нас вот тут вот получаются вот такие вот локоны для челочки. Значит, смотрите, вяжем вот таких вот локонов здесь по кругу 9 штук. И после них снова вяжем вот такие вот локоны, пока не замкнете круг по нашему основанию. Давайте вы провязываете, я провязываю, и встретимся, когда нам надо будет совершить переход на другой ряд по основанию. Вот смотрите, я провязала первый ряд. Вот у нас просто локоны, которые мы вяжем. И вот у нас челка. Вот. Они, как вы видите, отличаются друг от друга. Челка более толстенькая, прядки более тоненькие. Значит, почему? Потому что мы, это я уже для контроля, смотрите, мы прядки вяжем в обратку, когда идем, соединительными столбиками вяжем. А челка у нас вяжется столбиками без накида. И здесь, когда мы совершаем переход, мы пропускаем столбик и делаем столбик без накида. И дальше продолжаем вязать прядку. А здесь мы переходим с помощью 2 соединительных столбиков. И вот челка у нас получается тут вот между ее локонами более такое вот плотное вязание. Что у нас тут? Сейчас я скажу. У нас тут получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 у нас прядок для челки. И 18 вот таких вот
получилось локонов. Если бы вы локоны вязали точно так, как челка, то есть столбиками без накида, они получаются более толстыми, и еще вот тут вот на концах будут более такие вот закрученные. Это так вот по желанию. Так более нежно получается, более тоненько. Ну, это для разнообразия или как бы на любителя. Что дальше? Дальше мы паричок вяжем все одинаково, ничего не меняется. Вот, смотрите, по вот этим вот петелькам. Это у нас остались те петельки, которые, вот где мы ряды вязали за заднюю полупетлю. А вот эта вот передняя полупетля, она вот везде осталась. И вот мы видим вот эти вот, видите, такие полосочки. Вот оно идет по спирали, да? Вот. И вот сейчас мы далее должны будем вот это вот все с вами провязать, чтобы получился паричок. Переход между рядами делаете обычными соединительными столбиками. То есть вот вы закончили ряд, это, и вот куда нам вот сюда надо в начало перейти, соединительными, чтобы вот так вот. Раз, соединительный столбик. И где тут у нас вот передняя, первая петелька. И вот, вот сюда перешли, там уже как у вас получается. И вот у нас уже вот, может мы можем уже далее вязать наши прядки. Вот пошли так. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, ну и так далее до 10, до 50, да? Вот, смотрим. То есть, и далее мы вот с вами идем по вот этой вот линии, захватывая каждую, ну, у нас как получается, так же мы и делаем. Здесь мы соединились, сделали, пропустили, и столбик без накида в следующую пропустили. И вот так вот у нас получается, будут получаться наши пряди, и будет нарастать паричок. То есть вот так вот по кругу вяжем, смотрим. Вот. Так что давайте вы теперь свяжете, я свяжу, и посмотрим, что у нас получится. То есть каждая прядка это у нас 50 воздушных петель. Вяжем со второй петли от крючка, получается 49 соединительных столбиком. Пропускаем 1 СБН и в следующую петлю и продолжаем так далее вязать наши локоны. Все. Вот у нас получился такой паричок. Здесь у нас длинные такие волосы. А тут у нас спереди то, что мы вывязывали челочкой. Вот. Теперь нам нужно этот паричок пришить на нашу куколку. Вот. Сначала надо его укрепить булавочками на голове. Посмотреть, как там у нас, где пойдут локоны. Как лучше челка, там длиннее, короче. Вот, смотрите, вот так вот. Я возьму булавочки вот такие вот. И сейчас постараюсь вот этими булавочками укрепить. Я вот так вот булавочками по кругу укрепила паричок наш.
так вот здесь. Потом подняла вот эти волосики, чтобы они нам не мешали. И сейчас вот это вот по кругу взяла иголку с ниткой такого же цвета, как у нас паричок. И сейчас вот так вот пройдусь по кругу, пришивая паричок к голове. Это мы сделаем, пришиваем как раз там, где вот мы делали ряды до какого у нас было 9 рядов. Вот я сейчас вот так вот таким вот швом застряет. Буду идти по кругу головы, чтобы пришить наш паричок. Так, мы сейчас просто пришили паричок по кругу. А теперь нам нужно что сделать? Вот здесь первый ряд локонов сзади уложить и закрепить их. То есть, смотрите, сейчас вот я беру первый ряд локонов. Вот до челки, да? И вот берем так вот по ряду. Вот как они укладываются. Укладывать. Так, вот все локоны первого ряда мы должны вот так вот уложить. Вот, смотрите, я закрепила первый ряд наших волосиков. И сейчас вот так вот от ушка до ушка надо пришить каждый локон, чтобы они там зафиксировались. Вот. Начинаем как-нибудь вот так, отсюда. И вот начинаем. Ниточку закрепим. Пусть она пока так вот будет. Вот. И мы идем вот так вот. Прядь за прядью берем и прошиваем.
Вот. Мы прошли полный круг. Здесь вот тут все, дошли до конца. Нам надо закрепить последнюю прядь. И все. Значит, сейчас мы спрячем. Так, все, отрезали. И все булавочки теперь можно убрать. Все. Вот. Как у нас получается. Тут надо будет их уложить, они перепутались. И теперь нам нужно сделать вот здесь вот, уложить нашу челочку. Челочку тоже, смотрите, начинаем как. Мы ее сначала зафиксируем. То есть укладываем нашу челочку. Еще одну прядку. Тут уже вы как хотите. Хотите просто прямо уложите ее. Хотите немножко на бок. Тоже как вам нравится. Ложится челка. Вот смотрите, какая у нас получилась куколка. Вот такая у нас прическа у нее. Вот. Тут при желании надо еще как-то посидеть, расплавить волосики, чтобы уже было оно как прическа. Ложить. Или бантики потом мы ей завяжем. Вот. Ну, смотрите, уже какая у нас красавица. Уже она у нас с волосиками. Уже кукляшка такая вот хорошенькая. Так, смотрите, мы говорили о том, чтобы сделать ей ротик, что я подумаю. Ну, вот сейчас попробуем сделать. Я взяла мулине ниточки, вот такие вот нежно-розового цвета. Вот.
И мне, в принципе, нравятся и без ротика эти куколки. Они довольно-таки красиво выглядят. И я вот склоняюсь к тому, что если даже и сделать ротик, да, но чтобы он не забирал на себя весь акцент. То есть минимализм полный. Вот возьмем сейчас нашу куколку и попробуем что-либо сейчас сделать. Значит, так, мы будем ротик, значит, он у нас идет ниже носика, где-то вот здесь. И на таком же промежутке, да. Вот, если вот так вот сделать, то примерно вот так вот у нас ротик. Вот сейчас посмотрим, как у нас получится. Не получится, всегда можно срезать, и чтобы его не было. Так, вводим сюда, так, убираем и стараемся вот так вот вывели. И сюда. Вот так прошиваем. Вот смотрите, у нас ротик появился. Такой вот. Просто дело в том, что ротиком можно все испортить. Если сделать слишком ярко или слишком много. Главное, чтобы он на себя не перетаскивал внимание. Вот такой вот у нас ротик получился. Ну, ничего, симпатичная. А сейчас мы сделаем ей макияж. Слегка. Просто чтобы оттенить. Я использую вот такие вот мелки, или это карандаши, сухая пастель. Обычная кисточка у меня. И в зависимости от того, какие у меня цвета, я выбираю тот или иной цвет. Вот смотрите, я люблю коричневым. Вот у меня темно-коричневый, да, видите, есть. Вот я темно-коричневым делаю. Камера. Вот тут вот возле глазок добавляю. Как бы оттеняю, чтобы оно у нас больше взяло объем.
Ну, смотрите, все. Чуть-чуть слегонца только вот я оттенила. Сделала ей румяшки. И вот наш макияж готов. Вот у нас личико уже посвежело. На этом все. Получается, мы с вами закончили делать саму куколку. Мы все связали. У нас все есть. Смотрите, вот у нас уже последний этап был, это волосы куколки. Поэтому на этом мастер-класс изготовления самой куколки у нас закончен. Я все, что знала, показала. Надеюсь, что понятно. Вот, поэтому я с вами на этом прощаюсь. Но будет еще этап одежды. Если вы хотите не пропустить последующие мастер-классы по поводу одежды этой куколки, подписывайтесь на канал, приходите на мастер-классы. Будем одевать нашу красавицу. Всем спасибо за то, что были все эти периоды не совсем легкие вместе со мной, что вязали такую куколку. И приглашаю вас на дальнейшие мастер-классы. Пока-пока.